Териберка, конечно, интересное место, но количество туристов просто зашкаливает. Раскрученный молвой край света, ни больше, ни меньше. Но мало кто знает, что несколько восточнее есть поселок, который менее доступный, менее людный, но от этого не менее восхитительный. До туда путь такой. Выезжаем из Териберки, на разветвлении дорог поворачиваем на восток. Там идет хорошая гравийка до поселка Туманный. Дальше Серебрянская ГЭС и уже менее хорошая петляющая дорога до того самого второго края света, населенного пункта Дальние Зеленцы. Дорога к этим зеленцам в принципе нормальная. Идет в основном вдоль небольших озер, иногда поднимается в горки. Все вполне себе проезжабельно. Затруднения могут вызвать только либо хлипенькие мостики через ручьи, либо их отсутствие. Привет, дорогие телезрители! Вчера мы приехали в Дальние Зеленцы. Погода тут, как видите, контрастная, бодрящая. Ну, мы долго там где-то в селении ездили, пытались там что-то найти, что кого. И тут на горе увидели вот это здание прекрасное. Бывшее здание пограничной службы. Там даже столб есть пограничный. Ну, заехали вот во дворик и прекрасно переночевали. Машину качало ночью, штормило. Сейчас практически по современным меркам штиль, как я понимаю. А так, ну, будем сейчас варить завтрак, отогреваться и наблюдать вот это прекрасное всю красоту. Суровую северную. Красоту в кавычках. Погода заставила нас спрятаться от дождя и ветра, поэтому кушали мы в нестандартных условиях. За стенами завывает ветер, а у нас в гараже погранзаставе тишь да идиллия. Даже уезжать не хочется. Мы тут видели, мышки живут. Переночевали у бывшей погранчасти поселка Дальние Зеленцы. Сейчас вот думаем зайти в это здание и исследовать. Но будем мы это делать через подвал. Он, возможно, закрыт, конечно, но попробуем. На самом деле до Дальних Зеленцов добираются только самые отчаянные туристы, поэтому все заброшенные здания здесь не считаются достопримечательностями. Они просто воспринимаются как норма. Соответственно, в них сохранилось больше вещей, ну и в принципе это все выглядит интересней. Восхитительное ощущение, когда место нелюдное, и ты один ходишь и разглядываешь следы ушедшей эпохи. Ну что, пойдем посмотрим, как пограничники живут. Это что, душевая, что ли? Гладильные доски какие-то, что ли? Что это? Тут, кстати, все более-менее так осталось со старых времен. Душевая. Вот. Да, даже батареи нет проводят. А их тут вывозить тяжело, видимо. Даже раковины на месте.
Что, туда пойдем? А что там? Бассейн. Бассейн? Да. Сауна, нифига они тут. Баня. Слушай, неплохо тут ребята в советское время жили-то в Новых Зеленцах. Да. До сюда вандалы даже со стрит-артом не добрались. В России надпись, да? Угу. Это, я вот смотрел, там гараж был, он, по-моему, там какой год был указан-то? Не помнишь? 91-й был. Нет, 91-й, да, 91-й. Значит, уже, то есть, Россия тут что-то еще делала, но когда эту часть закрыли, не знаем. Фрукты сушеные. О, нифига, раритет. Вот такой раритет. Это раритет. Реально рабочий, что ли? Сдохли они уже. Ну, блин. 84-й год. Слушай, это реальная тема. Вот в Москве такие весы у тебя купят для антуража в любую столовую, там, что хочешь. Ты сейчас в таком состоянии нигде их не найдешь. Их даже сразу купят в этот реквизитки на студии. У них таких даже нет. А в Зеленцах есть. А что это? А, это оружейная была. Тут оружие хранили. Не посвети-ка получше. А, нет. Ну да, наверное, оружейная. Да, оружейная. О, набойки кому-нибудь нужны? Меж тебе может подшиваться. Ботинки. Вон, глобус, кто хочет карта полушария изучить. Советский Союз. Какой год-то? Исправлено, 84. Стоимость 2 рубля. Вот тут мы сейчас. О. Что это? Овощи хранят, конечно. Ну да. Овощесклад какой-то. Но тут припасы они хранили. Тут же удаленное место было. Поэтому у них и ДТ тут бочки стоят, и припасы. Извините, мы вас заперли. Советское и послесоветское время у этой заставы был позывной «Эталон». Тут полностью стекло, тут даже фонарик. А, ну выключай. А все. Это тут Ну, смотри, виды из окна. виды из окна. Ну, показывай нам. Виды на дальние Зеленцы. Ну да. Все тут, конечно, очень плохо. Плохо? По-моему, вот тут как раз очень Ну, неплохо. видишь, да? Пятиэтажечка стоит, или что это? Четырехэтажечка. Вижу. Да, она очень, конечно, в плачевном состоянии. Я вот вчера же сначала через эту калитку зашел, тут посмотрел. Ну, кстати, можно было тут палатку поставить. Ну, вообще шикардос. Даже полы не украли. Ну, расскажи нам, что читали пограничники. Фома Гордеев, Максим Горький. Какой год издания? 80-й. А, видишь, умный пограничник какой-то был, классику читал. Ну вот поймали, допустим, нарушителя границы, шпиона. Его куда? Сюда, что ли? Где камеры-то у них? Пыточные. Ну, в
Может быть, да, вот это было. Не, это слабовато, это допросы, наверное. Это тут допросы. О, не закрыли ли нас, дорогие телезрители? Он с опаской так ее. О, а тут сам призрак пограничника все закрывает. О, вот это уже что-то... А нет, обычное. Ну смотри, раздача, что ли? Ну да. Столовая? А, это столовая, все ясно. Ну. Столовка. Что там, не оставили нам? Сантехника даже осталась, кружка. О, актовый зал. Это не актовый зал, это, ну, типа красный уголок. Тут бильярд обычно ставили, сыграть. Смотрите, какая картина украшала времяпровождение погранцов. Она нормальная. Туалет начальника. На высоте. Ой, а тут что-то очково туда. Какие-то полы не очень хорошие. Все сгнило. Ну, балкончик, короче. Вид на дальние зеленцы. В советское время поселок процветал. Здесь жило более 800 человек. Сейчас везде разруха и запустение. Полностью осмотрев, мы покинули пограничные войска и направились изучать поселок. Северная биологическая станция в поселке Дальние Зеленцы. Честно, никто не знает, что здесь кто проводил, но, в общем, какие-то биологические эксперименты, всяких гуманоидов здесь растили, сейчас посмотрим. Но тут я, конечно, приврал. Основана эта станция в 1935 году, а затем, в 1958, была реорганизована в Мурманский морской биологический институт. Здесь просто учились студенты. Они собирали различные образцы флоры и фауны арктических морей, проводили эксперименты, исследовали различные биохимические системы. В начале 90-х Мурманский морской биологический институт переехал в город, и станция пришла в запустение. Обошли здание вокруг и нашли пару входов, через которые можно попасть в само здание. Но можно сначала обследовать пристройку. Тут один медицинский хлам. Я же говорю, лекарствами пахнет. Причем очень сильно. Там бутылки. Сколько же экспериментов тут было проведено?
Что там? Тут реально гуманоиды, я не знаю. Что там? Они... Малосольные огурчики. Они несколько десятков лет тут все лежало, просто вот это все. Съемка с батометрами. Рейс 545. Что там? Журнал какой-то. Реферальный. 87, 83, 86. Так, мышей резали тут, что ли? Ёшкин кот. Трепанации какие-то делали. Что за штуки? Мне это ничего не понятно. Да мне тоже. Дорогие телезрители, кто узнает что-то, расскажите нам. Киевский совнархоз, аммиак водный, номенклатурный. Номер партии, дата 86 год. Завод химреактивов. Ванночка какая-то. Вот в этих ваннах находились первые камчатские крабы, привезенные на Кольский полуостров в 1960 году. Далее их выпустили в Баренцево море, и начиная с 90-х популяция камчатского краба очень сильно возросла. А в 2021 году в Мурманской области разрешили даже любительский лов краба, естественно с лицензией и всем таким. Тут зверей держали, видимо, да? Видишь? Реально, да. Клетки какие-то. Тут, кстати, Миша, еще какая-нибудь бубонная чума до сих пор может быть. Ну вот я знаю. Вон там где-нибудь. Ну. Первый этаж исследовали. Попробуем пойти на второй. Второй более светлый, по-моему. Тут уже персонал. Там опыты на первом проводили. А тут уже персонал тусовался. Так тут вон двери подписаны. Да? Лаборатория гемологии, геохромологии, Гирохимии. Короче, ладно. Вот, тут хорошо написано. Лаборатория цитологии и гистологии. Архивные какие-то ящики. А двери что? А, нет, здесь просто номера. Дверь номер 8. Уже не узнаем, что под дверью номер 8 какие тайны хранились. И вот мы уже покидаем поселок Призрак и едем дальше. В принципе, мы осмотрели эту часть Кольского полуострова. Следующие 2 серии будут уже про западную сторону, около границы с Норвегией.